Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о том, как я вижу и чувствую камни и другие найденные объекты, на примере тех, что я нашла в последнем путешествии на Канонерку. В этом мне помогут мои специально вылепленные наблюдатели, с которыми мы будем путешествовать по мирам. Вот они слева направо. Я решила, что буду говорить большими категориями. В целом категорий, конечно, больше, чем я сегодня покажу. А еще бывают камни-индивидуалисты, вайб которых считывается на чисто эмоциональном уровне. Но все же я попробую описать примерную систему в моей голове. Начнем с категории античность. У меня есть секретное воображаемое место, которое не раз спасало меня в трудные времена. Говорить о нем я могу бесконечно, но если вкратце, то вход в это место можно найти среди руин древних храмов, которые поросли травой и лесом. В эту категорию попадают куски мрамора и все похожее на них. Возникает некая двоякость. Считать ли вечность разрушенной, если остались лишь ее осколки, или считать ее безграничной, если эти осколки до нас дошли? Противостояние величию и неизбежности, старые боги, системы мышления людей в древности, мудрость, переданная в бесконечность мифологическим языком. Про все это говорит античная категория. Далее категория затопленных кораблей. Именно с этим у меня ассоциируются ржавые куски металла разной формы, типа больших гвоздей, пружин и прочих интересных штучек, найденных на заливе. Затоплены они могли быть по двум причинам. По причине человеческой жажды власти, либо человеческого противодействия стихии. Они свидетели морского дна, погребенные, но случайно выброшенные на сушу. Ну или что-то в этом роде. Другая категория. Я родилась чуть ближе к концу 90-х, но как я скучала по Советскому Союзу. Ностальгия по временам, которых ты не видел, очень интересная штука. Цена на обороте книги в копейках. Немного криповые елочные игрушки, встроенное в стену радио, секретер. Ну и, конечно, ДК. Полы в стиле террацу или брутальная плитка, ни с чем не сравнимые красные кресла и иногда стеклянные кирпичики. Следующая категория – природная. В нее в основном входит дерево и уголь, всякие коряги и палки. Смотря на них, хочется отправиться в деревню отдыхать на сене после тяжелого трудового дня. Или в степной поход. Или хотя бы полежать под деревом в парке у реки. Они хрупкие и, скорее всего, самые юные из всех категорий. Они ближе всего к телу и к нашему ощущению себя. Еще одна категория. Категория урбанистики, осколки города. Армированный бетон,
асфальт, кирпич. Иногда известняк, иногда гранит. Материалы, без которых невозможен город, которые мы видим каждый день и воспринимаем как данность, не осознаем. Можно помыслить о жизни камней, найденных в необычных местах и на природе. Мы не знаем, какова была их жизнь, где, сколько они находились, каков был их путь. Камни в городе – другое дело. Если они где-то лежат, то, скорее всего, они лежат рядом с тем местом, где они выполняли свою прямую функцию. Либо их убирают, и они больше не лежат. Следующая категория довольно специфическая. Это яйца петербургских драконов. Интересно то, что эти яйца постепенно растут сами по себе, собирая пыль мостовых и гранитных набережных. Здесь мнения ученых расходятся. Либо мы не видели драконов, потому что детеныши и взрослые хорошо прячутся, либо яйца растут так долго, что возраст Петербурга еще не позволяет нам увидеть последнюю стадию их развития, и придется просто терпеливо ждать. И последняя категория, про которую я расскажу в этом видео, категория быта. Кусочки плитки, которые когда-то были покрыты ванной комнатой или кухней. Осколки посуды, из которой когда-то кушали, пили чай или водку. На тему каждого из этих осколков можно фантазировать бесконечно. Их объединяет то, что все они крайне поэтичны и изящны. Конечно, иной тип магии происходит, когда я начинаю собирать обелиски. Категории пересекаются, перемешиваются. В ход идут рифмы фактур, размеров, смыслов. В следующий раз покажу, как это происходит. Спасибо за просмотр.